Доброго дня. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, и на мой канал. Здесь будет интересно. Сегодня мы вновь обратимся к теме отношений и затронем одну из важнейших проблематик – восприятие партнерами себя и друг друга. Вот психологами выделяется так называемая модель субъектного взаимодействия. О ней поговорим. В моей практике это один из значимых параметров оценки пары как системы, а точнее механизма взаимодействия между партнерами. Каждая из приведенных ниже схем взаимодействия имеет место быть в реальности, поэтому ни одну из них нельзя считать нормальной, а другие ненормальными. Однако все же вот одна из них является наиболее эффективной и адаптивной с точки зрения потенциала пары и здоровья системы, тогда как две другие являются в той или иной степени искажениями и неминуемо наносят ущерб. Итак, схем отношений, взаимодействия в паре можно выделить три. Первое – это субъект-субъектная схема. Это, собственно, и есть тот наиболее адаптивный вариант, способствующий здоровью. Он заключается в том, что каждый человек из пары воспринимает себя и партнера как субъекта, то есть именно как человека. А что это значит? Как носителя собственной воли, желаний, качеств и свойств. Здесь общение происходит на уровне человек-человек и не определяется тем, кто какую функцию выполняет, что у кого есть, соответствует ли кто-то из партнеров каким-то ожиданиям, представлениям другого партнера. То есть допускается неидеальность, разногласия, противоречия, которые находятся в поле принятия и открытого диалога. Эта схема выделяется как единственная способствующая здоровью, поскольку она основана на чистом контакте, то есть восприятие людьми друг друга без внесения искусственных категорий долженствования и соответствия, то есть без такой бытовой или, например, религиозной конспирологии. А вторая схема – это субъект-объектная схема. И на деле это наиболее распространенный вид искажения отношений в паре. Он состоит в том, что один из партнеров себя воспринимает как субъекта, то есть как человека и носителя некой воли и желаний, а своего партнера исключительно как объекта, то есть как функцию, как вещь или как источник вещей. Здесь общение происходит на уровне человек-вещь, человек-функция. И определяется именно тем, выполняет ли назначенный объект функции по отношению к субъекту или не выполняет. И здесь не допускается ни идеальность, ни согласие. Здесь объект лишен по умолчанию своей воли, своих желаний и должен обслуживать интересы субъекта. Сюда относятся все возможные варианты, начинающиеся с «жена должна», «муж должен», «женщина должна», «мужчина должен». И если назначенный объект начинает сопротивляться предписанной роли, проявляя свою волю, свои качества и свойства, отлично от того, что ожидает субъект, который сам ведь себя таковым назначил, то пара как система неминуемо распадется с высокой вероятностью агрессии и даже прямого насилия. Третье – это объект-объектная схема. И еще один вариант искаженного взаимодействия в паре, но совпадающего при этом. То есть, когда оба в паре себя и партнера воспринимают как объекты, то есть через призму функции соответствия ожиданиям. Здесь общение происходит на уровне «ты мне, я тебе», все открыто, расчетливо, без особых притязаний на близкий контакт и опыт позитивного слияния, который возможен только на уровне человек-человек. Это вариант таких договорных отношений, причем даже если такая договоренность не озвучена, но принимается обоими сторонами отношений. Отдельной проблемой является ситуация, когда люди в паре, оба или хотя бы один из них, ведут себя по искаженным схемам, тогда как внутренне хотят, мечтают именно о субъект-субъектной схеме и опыте простого человеческого контакта настоящего. В завершении предлагаю вам прямо сейчас оценить свою схему отношения к партнеру,
оценить, насколько можете схему вашего партнера по отношению к вам. И если вы не в паре, то в целом оцените свое восприятие мужчин, женщин и отношений. Совпадает ли демонстрируемое вами или партнером поведение с тем, чего бы вам хотелось? Если совпадает и вы довольны, то и отлично. А вот если нет, это повод задуматься и принять меры по коррекции искажений. Потому что если, например, относиться к человеку как к вещи с набором характеристик, то вариант получается всего два: страдать в бессмысленных отношениях, либо оставаться в одиночестве. И это вероятнее всего. Почему? Потому что ни один реальный человек никогда не сможет соответствовать иллюзиям, созданным в голове. Менять свое восприятие, систему мышления и отношение к людям трудно, но возможно. И вот на этой ноте будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. Ну а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!